В этом видео я расскажу вам историю зданий рядом с университетом Янки Купалы в Гродно. Этот комплекс зданий, где сейчас расположено Гродненское благотворительное общество и православная епархия, имеет два адреса – улица Академическая, дом 2 и улица Ожешка, дом 28. Но давайте все по порядку. Улица Академическая была запроектирована как часть городницы и впервые на карте города появляется в конце XVIII века. Изначально ей предназначалась второстепенная роль – быть боковым ответвлением от улицы Раскоша. До 1931 года она имела первоначальное название Кирховая, как, впрочем, и еще одно созвучное ей – Костельная. И в 1931 по решению городских властей она стала называться Академической, в честь школ, заложенных на городнице еще во времена Антония Тезенгауза. Здесь были медицинская, балетная, кадетская и другие школы. В первую очередь улица Академическая, конечно же, привлекает к себе внимание благодаря зданию кирхи, которое зримо выделяется на фоне других памятников гродненской архитектуры за счет своих неоготических черт. На этом месте в конце XVIII века стоял трактир на городнице, перестроенный в 1793 году в храм. Рядом расположен бывший так называемый иногда дом пастора. В 1912 году пастор Освальд Плямш, который руководил общиной до 1938 года, построил этот дом из желтого кирпича. На первом этаже располагалась лютеранская школа, а на втором и жил пастор с семьей. Сейчас это многоквартирный жилой дом, и о нем я как-то снимала видео, очень интересная история. Ссылку на видео я прикреплю в конце. Так вот, вы знаете, я люблю рассматривать дома. И вот этой детали, увы, я раньше не замечала, а ведь таких в городе почти не осталось. Смотрите, вот рядом с этой дверью в порожек вмонтирована металлическая пластина. Это не что иное, как приспособление для очистки обуви от налипшей грязи. Раньше обувь была с плоской подошвой ручного пошива, и такие пластины на раз справлялись с очисткой налипшего слоя на подошве. А вы раньше эту деталь замечали? Это сейчас на перекрестке улиц Ботаническая и Академическая просторно и много места. А когда-то внутренний дворик дома по Академической 2 со стороны теперешнего университета замыкало здание так называемого Кантора Тезенгауза, где в конце XVIII века располагалось управление гродненскими королевскими мануфактурами. Но его разобрали при строительстве нового крыла тогда пединститута, и теперь на этом месте красуются вот эти сараи. Если представить себе продолжение улицы Ботанической в сторону Старого парка, то примерно там, где она пересекается с Академической, вот на этом месте, и находились бывшие кузницы Тезенгауза, которые отмечали этот перекресток. В Гродно много домов с двойным адресом, когда фасад дома имеет один адрес, а какое-нибудь крыло дома другой. Иногда это один и тот же дом, как, допустим, есть на улице Социалистической, а иногда, как здесь, это два разных дома, построенных с разницей в несколько лет. Но за счет того, что соединены общей стеной или фасадом, имеют двойной адрес, как здесь. Академическая 2, отсюда правое крыло вдоль бывшего дома офицеров, и Ожешка 28, это строение слева, ближе к университету. Дом номер 2 по улице Академической в Гродно был построен в конце XIX – начале XX века. На главном фасаде сохранились чугунные балконы, и он образует внутренний дворик с домом, имеющим другой адрес Ожешка 28, который был построен в 1875 году. Поэтому и рассказывать, что здесь было раньше, надо о двух домах, а не об одном. Дом по теперешней Ожешка 28 построил еврей Хаим Рам, и этот каменный двухэтажный дом не предназначался для жилья, и, говоря сегодняшним языком, он был офисным. Весь второй этаж был отдан под помещение Гродненского полицейского управления и изначально строился для сдачи, а две комнаты на первом этаже были под арестные помещения. Срок аренды по документам составлял 6 лет с 1876 по 1882, и ежегодная оплата равнялась 500 рублям. Вот так Ожешка 28 выглядит со стороны университета. В
1875 году дом по адресу Академическая, 2 также сдавался в наем и тоже был построен для сдачи. Здесь находилась каретная мастерская и кузница Соболевского, и, как отмечено в памятной книге за 1915 год, владелец сдавал его в аренду. Здесь были и канцелярия уездного предводителя дворянства, и дворянская опека, и уездное присутствие по воинской повинности, и комитет под надзору за помещениями для арестованных по приговорам гродненских судей. Чего здесь только не было. В 1920 году владелец дома сменился, им стал Генрих Замковский, но здание по-прежнему сдавалось в наем. Здесь размещался еврейский молитвенный дом, клуб железнодорожников и чайная. В 1927 году здесь открылся дом опеки матери и ребенка под патронажем Красного Креста. После Второй мировой войны в доме уже были жилые комнаты, тогда жилья остро не хватало, и расселяли куда могли. На первом этаже все-таки оставили обувную и швейную мастерскую. Сейчас в комплексе этих зданий ведутся работы по восстановлению исторического облика здания, сбивают штукатурку и чистят швы между кирпичами, чтобы восстановить вид дома в так называемом гродненском кирпичном стиле. Сейчас уже понимают ценность такого вида зданий, потому что штукатурка со временем трескается, осыпается. Здание требует большего обслуживания в виде ремонта фасада, покраски. Другое дело кирпич, который почти не требует ухода. Вот ее и снимают. А по толщине эта шуба на здании может быть около 7 сантиметров, вот как здесь. Но кирпич открывается очень красивый. Интересно его рассматривать. Он какой-то даже с краплениями красного битого кирпича. Интересно, что бы это значило. Если есть реставраторы, кто смотрит это видео, напишите. Всем будет интересно узнать, почему кирпич такой неоднородный по своему составу. И еще пока снимала здание, нашла интересный архитектурный элемент, так сказать. Я, как вы знаете, люблю рассматривать здания, потому как иногда внешний вид может рассказать, как здание выглядело раньше. Вот, например, в проезде на стене дома по Академической, 2 очень хорошо видно, что здесь есть заложенная дверь. А вот этот дверной проем, очевидно, что называется, пробили в этом месте для симметрии, чтобы было напротив другого входа. И еще обратила внимание на очень интересную технику кладки в потолке проезда. Возможно, здесь раньше был каретный проезд. Так вот, обратите внимание, что посередине кладки есть так называемый ключ. И это очень сложно выложить кирпич именно в такой технике, потому что ошибиться нельзя ни на сантиметр. Иначе ключ просто не сойдется и конструкция не будет прочной. Такие проемы, кстати, в городе есть под Бригитским костелом. Там тоже потолки выложены в этой технике. Очевидно, что при строительстве этого дома строители этой техникой владели. И еще обратите внимание на петли въездных ворот. Очевидно, что старые, сами кованые ворота новые, навешаны на вот эти старые петли. Вообще в центре города каретные проезды не запирались на ворота. Очень яркий пример на улице Городничанской или Карбышева. Да и по многим улицам, если пройти, то петли вы не везде найдете. Но здесь, в начале 20 века, не то чтобы центр был, поэтому для безопасности ворота были необходимы. Нашла в архивах такую запись, что, вот, допустим, 10 февраля 1919 года состоялось заседание Временного городского комитета и были приняты ряд постановлений, обязательных к исполнению для безопасности. Вот, допустим, каждый дом должен был иметь забор и ворота, и последние должны запираться в 11 часов вечера, а где ворот нет, закрывать все ведущие в дом двери. От сумерек до 5 часов утра на улицах должны дежурить ночные сторожа, по одному сторожу на каждые 10 домов, но не более 2 сторожей на каждой улице и 1 сторожа на переулок. Содержание сторожа падает на домовладельцев и квартирантов каждого дома пропорционально занимаемым им квартирам. И каждый ночной сторож должен быть снабжен трещоткой или призывным свистком для милиционера, на который милиционер обязан немедленно отозваться. Так что ворота в то время выполняли больше охранную функцию и вешались для безопасности. Несколько лет назад православная епархия обратилась к властям с просьбой передать ей дом этот полностью, в результате чего часть жильцов отсюда уже была переселена. И сейчас, помимо здания епархии, здесь также есть Гродненское благотворительное общество. Интересно, куст почему-то зеленый, видно, под снегом был, сохранился.
Не знаю, как называется это растение, но так интересно смотрится. Даже подошла, потрогала, думала, что как пластмассовое. Нет, настоящий кустик, настоящие листики. Вот такое видео у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, дополняйте видео своими знаниями. Всем будет интересно почитать. Давайте изучать город вместе. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!